Всем привет! Еще какой-то год назад я опубликовал интервью с разработчиками о предстоящем выходе WoW Classic 2019. Планы были воодушевляющие. Помните этот вопрос о том, скоро ли игроки смогут убить Рагнароса после открытия серверов? Амар Гонзалес и Брайан Бирмингейм шутливо тогда отметили, что на это уйдут годы. У них в команде даже забили пари, как быстро это игроки сделают. Тогда было непонятно, шутка это была или нет. Никто не знал, какой будет классика, сложной или легкой. Теперь тоже понятно, что убитый через год Рагнарос это была шутка. Можно посмеяться. Но были еще ряд вопросов. Как вы будете бороться с голдселлерами, ботоводами и читерами? На что разработчики заверили, что этот фронт надежно прикрыт. Это тогда, 15 лет назад, мы были неопытными в этой сфере. Наши технические возможности не позволяли оперативно отслеживать эту теневую часть игры, но сейчас, спустя столько времени, мы научились работать по предотвращению игровых нарушений. Мы располагаем современными средствами для отслеживания злодеев, так что можете не волноваться. Да, теперь-то можно сказать, что это была тоже шутка. Мне ли вам рассказывать, что сервера WoW Classic превратились в глобальный рынок? Базаром, где торгуют всем, чем можно. Золотом, игровыми предметами, прокачкой, персонажами. Вы можете купить себе ник, прохождение любого квеста, 14 ранг. Да, дорого, но он тоже продается. Пушки R14 нужны, вы же в топ-гильдии, а времени фармить миллион хонора нет. Посадите драйверы на акт, делов-то. В торговлю вовлечены все. Если вы не продаете, значит покупаете. И многие настолько к этому привыкли, что им будет тяжело отвыкать от легкого доступного золота. Представьте, сейчас Близы банят всех продавцов, и вам нужно идти фармить самому. А у вас работа, семья, житейские заботы. Кошмар. Как топовые логи крутить? Из таких игроков состоит львиная часть аудитории современной классики. Это просто идеальный рынок сбыта. Нет, большинство из моей аудитории, надеюсь, честные игроки и никогда не слышали о голд-биржах, интернет-магазинах, дискордах, бустеров. Я хочу думать, что это так. Но реальность подкидывает шокирующие факты. Недавно натолкнулся на один ролик, в котором представитель РМТ-сегмента раскрывал масштабы деятельности. Он рассказывал в основном об актуальных серверах, но, думаю, принцип там не сильно отличается от классических серверов. Практически половина более-менее перспективной гильдии вовлечена в торговлю. Причем большая часть состава об этом может и не знать. Подумаешь, в рейде появился какой-то новый чувак, которому отдали какую-то там топовую шмотку или взяли закрывать сложный рейд, в то время, когда он к нему совсем не готов. Вам-то какое до этого дело? Будете себя хорошо вести, может и с вами поделиться. Кому интересно, погуглите. Если не ошибаюсь, ролик называется «Как я стал РМТшером». Самая жирная опухоль, поразившая современные классические сервера, это буст прокачки. Начиная с 15 уровня и до 60 можно прокачать персонажа, не приложив никаких усилий. Не надо качать скиллы, выбивать актуальный шмот. Зачем? На 60 можно спокойно уже купить себе пререйд и играть в свое удовольствие. С утра до позднего вечера продавцы просто забивают все чаты. Прокачка в тюрьме, прокачка в Марадоне. Я, когда замечаю какую-нибудь живую группу, которая ищет танка или хила, собираются там по квестикам пробежаться, я на них смотрю как на существ с другой планеты. Ребят, вы откуда такие взялись? Неужели кто-то еще играет нормально? АФК-прокачка — это явление появилось именно в WoW Classic 2020. Ни на ритейле, ни на пиратках такого не было. Это чисто продукт современного комьюнити классических серверов. И дело даже не в особой механике, позволяющей так делать. Качаться так можно было и раньше. Тут дело больше в востребованности данной услуги. Игроков, готовых платить, много, а спрос, как говорится, рождает предложение. Я сам даже попробовал данный вид прокачки, чисто в ознакомительных целях, посмотреть, как это работает. Прокачал своего приста с 20 по 46, где-то за 2-3 дня. Меня поразило, как все отлично организовано. Суммон к инсту, ранжирование по группам, замена бустеров. То есть вам не нужно искать новую группу, продавец будет качать вас с утра до ночи, нон-стоп, без перерывов на обед и прочее. Только платите.
Марадон тогда стоил 7 голды ран, оплата за 5 ранов, которые закрывались примерно за час. То есть продавец зарабатывал примерно около 150-200 голд в час. Но шутейный вопрос: а куда тебе столько голды? Ну как куда? К БК готовлюсь. Где-то пару месяцев назад открылся Зульгуруп, и дело выросло на новый уровень. Если до ЗГ с 50 до 60 было сложно найти буст, сложно и дорого, то в ЗГ дело наладилось. Зульгуруп позволял зарабатывать от 300 голды в час. С байеров по червонцу за ран плюс мусор и бежу с лута. Вы уже видели, как это делается, как обузится мост, как пуляются паки. Мне кажется, это сейчас самый топовый вариант фарма голды. Далеко не все, кто этим занимается, голдселлеры. Я периодически наблюдаю там своих знакомых магов, которые фармят голд для себя или своих мейнов. Но это не значит, что кроме них этого никто не делает. Чтобы сделать один ран по гайду, нужны перья, инвулки, гогель-могель, желательно быстрый маунт, чтобы эффективно собирать паки. Вы посмотрите на этого мага, как он одет. Все, что нападало на прокачке, ничего лишнего. Владелец с ним уже заочно попрощался. Каждый, кто занимается продажей голды, знает, что долго ему бегать не удастся. Рано или поздно настигнет бан. Может через месяц, может раньше. У меня тут как-то были уникумы на стримах, которые утверждали, что барыжат уже давно и ничего им за это не было. Счастливчики. Ну или фантазеры. Бустер знает, что ему нужно максимально быстро отбить свою стоимость, заработать и благополучно быть забаненным. Поэтому вкладываться в эквип он не будет. А чтобы сделать эффективный запул, что можно? Можно подрубить читы. По всей видимости, античит ЗГ работает в лайтовом режиме, чтобы не блокировать честных магов, которые летают с берега на берег на перышках. Тут и вспоминается хваленое античитерское ПО, о котором так с гордостью рассказывали разработчики. Можно вспомнить старую ностовскую пиратку, где тебя за полет на перышке выкидывала серва. Да, это было неудобно, зато надежно. А на офе не боятся летать. Да, знают, что спалят. Да, знают, что забанят. Но игра стоит свеч. Пока до админа дойдет репорт, все окупится и можно будет стартовать нового перца. Друзья-коллеги, если что, помогут прокачать по-быстрому. Не буду приводить в пример приватные проекты. Хотя, почему бы и нет. Контроль там был строже, потому что админам было непох. Дело даже не в совести. РМТ там тоже присутствовал, контроль за нарушением был им просто выгоден. Потому что сами голд рисовали, сами продавали, или позволяли продавать тем, кто с ними делился. Но дело-то не в этом. Дело в том, что если хочешь, то сделать можно, правильно? А у Blizzard скорее сидит какой-нибудь Вася. Или там Билл. Какой-нибудь на 20 серверов, и реагирует он только на репорты. Вот она вся топовая система. Это только верхушка айсберга. Reddit наполнен темами о ботах и голдселлерах. Что делают Blizzard? Забанили на днях 300 тысяч аккаунтов. Гордо сообщили об этом сообществу, отрапортовали, так сказать, о проделанной работе. И что? Через неделю эти 300 тысяч опять в строю. Тут справедливости стоит заметить, что 200 тысяч приходится только на Китай, остальное на Америку с Европой. Но вы только вдумайтесь в масштаб – 100 тысяч. Что бы ты предложил, спросите вы? Что тут можно сделать? Близы с этой мастью борются уже 15 лет, и еще столько же будут бороться. Прогресс не стоит на месте, не только у систем по борьбе с нарушениями, но и голдселлеров. Это уже не те бестолковые спамеры в чатик «продам печеньки». Это уже полноценные сервисы с организацией, как на любом нормальном предприятии, с дорогими сайтами, с офисами, где вас возьмут на работу. Вот как в Китае, например. Да, там реально полноценные рабочие подряды с менеджерами, которые следят за выполнением плана. И очень огорчаться, когда ты мало продаешь. Возможно, кстати, рост ботов, как их почему-то называют, на Европе и Америке возник по причине ввода жетонов в Китае. После того, как китайцы получили дешевые цены на голду, у них не осталось выбора, как искать новый рынок. Европа с Америкой с их ценами очень подходит в среднем, и в Китае 1 голд стоит, если на наши деньги, около 50 копеек.
а на Европе 4 рубля. И сервера заполнили наши восточные друзья. Наверное, нас бы ждало нечто подобное, если бы не закрытый Пламегор и недостаточно многочисленные для торговли остальные сервера. Да, и цены у нас, мягко говоря, не очень привлекательны. Хотя и у нас есть нечто подобное. Однажды я вам расскажу про коммерческие рейды, Gold ДКП, сегодня не об этом. Ну а с чего все началось? В одной из тем на Reddit игрок сообщает, что ему поступили угрозы от владельца бот-фермы. Я так понял, бурги так называют сервисы по прокачке персов ботами. Неизвестно там для каких целей, неважно. У них все РМТшеры почему-то называются ботами. После того, как игрок сообщил о нарушениях игрового процесса, подробно описав, что происходит на сервере, где он играет, ему стали угрожать, а также жизни и здоровью его родных. Ну, не факт, конечно, что все эти угрозы могли оказаться реальными, но люди, которые зарабатывают деньги, а им мешают, могут оказаться совсем отмороженными. Мы-то с вами уже привыкли, там, дерзкие школьники нет-нет, да и грозятся вычислить по IP. А вот европейцы к таким выпадам относятся достаточно серьезно. Тема негодования выросла до 5000 апов, и голдселлеров там проутюжили по полной. Игрока на момент написания материала, похоже, еще не забанили. Ну, там очень долго до Blizzard доходит жалоба. И ребята посоветовали обратиться в полицию, чем пытаться достучаться до поддержки. Шухер перерос в массовую истерию, где каждый вспоминал, как ему насолили боты. И вот оно случилось. На момент написания материала Blizzard выкатили анонс серьезного обновления. Очень хорошо, что я не успел выпустить видео это раньше и застал эту информацию. Так оно должно было выйти на пару дней пораньше. Ровно тогда, когда появилась эта тема на Reddit. Я, кстати, давно заметил, что разработчики хорошо прислушиваются к этому независимому ресурсу. Так было и когда вышли поля боя раньше срока. Поднялось нытье, что не поиграть, Орда убивает, вообще отменяю подписку, и вуаля, Варсонка орать раньше второй фазы. Суть обновления в том, что вводится ограничение на посещение подземелий до 30 раз в сутки в рамках борьбы с автоматизацией. То есть Blizzard расписывается своей беспомощностью в борьбе с автоматизацией. Хваленое ПО точно не работает. И на помощь приходят примитивные меры. Если дословно, то это звучит так. Продолжая борьбу с эксплуатацией и автоматизацией игрового процесса во время запланированного еженедельного технического обслуживания в каждом регионе, мы ведем следующие изменения в принцип работы всех игровых миров WoW Classic. Теперь вы можете войти максимально в 30 уникальных подземелий и рейдов в течение суток на каждом игровом мире. Данное ограничение дополняет нынешний лимит на 5 подземелий в час. Теперь, когда игрок входит в подземелье или рейд, игра проверяет, посещал ли он 5 подземелий или рейдов за последний час, или 30 подземель или рейдов за последние 24 часа. И если это так, то он не сможет войти, пока не пройдет достаточное количество времени. Эту проверку проходят все ваши персонажи на текущем игровом мире. Данное ограничение касается только подземелий и рейдов и не затрагивает PvP поля боя. Пока не затрагивают. Пока, но предпосылки к этому, я думаю, уже есть. Игроки на форуме подняли вой. Как так? Но если подумать, 30 ранов в сутки это не так мало. Мне сначала показалось в неделю. Нет, в сутки. Друиды плачут, как им теперь пробойники фармить. Вары огорчились, как броньку гладиаторов БРД выбивать. Алло, народ, 30 ранов в сутки. 6 часов подземелья, нон-стоп. С вами все хорошо? Сходите, погуляйте, что ли, девушку в кино сводите. Близы, можно сказать, вам подарок сделали. Правило распространяется на весь аккаунт, поэтому выкачать второго мага не получится. Если только заводить вторую четную запись. Что, кстати, вполне реально, учитывая, в каких масштабах бустеры качают голд в подземельях. Заплатить лишние $15 вообще не проблема. Возможно, от этого только возрастет цена на ран. Меры хоть и действенные, но этого недостаточно. Я думаю, лимит будет жестче. Пока ограничения вводят осторожно, чтобы у игроков не полыхнуло от таких изменений. У многих еще 5-я точка не остыла от увеличения спотов на лотосы. Так что посмотрят, потестят, а уже потом закрутят гаечки потуже. Да, неудобства, конечно, будут.
Если вы, например, в соло ищете Джеда в ОБС, вам придется очень часто обновлять КД, но если эту задачу возложить на весь рейд, то вполне нормально. По КД нарыл и время сэкономить. В современных реалиях World of Warcraft большой рынок для всех. И для продающих, и для покупающих. А с выходом БК появится еще больше возможностей. Хочу арены поинты? Не вопрос. Команда бустеров отыграет за тебя кап. Возьмет на поддержку твою команду. Но если захочешь, и Глада сделают. Только заплати. И пока мы будем платить, так все и будет. Каждый перевод голдселлеру вбивает гвоздь в крышку гроба WoW Classic. Он еще пока не помойка, но около того. Мне иногда задают вопросы, чем отличаются пиратки от оффа. Наверное, вот как раз этим. Люди приходят туда играть, а не покупать. Не хватает на современных серверах людей, которые пришли играть. Из-за отсутствия вот этой вот атмосферы и выглядит современная классика пресно. Красивая, глянцевая, но без старого духа. На сегодня все. Не забывайте о подписке. Удачи и не болейте.